Кэтрин Моррисон не могла уснуть. Ночь растянулась в ленивые часы, в которых ее мысли одна за другой шагали по давно известным тропам, по годам, прожитым среди клеток и вольеров, по ночным сменам у раненых животных, по жарким поступкам спасения. Пенсия, которую она представляла как долгожданный отдых, вдруг оказалась тяжелой тишиной. Дом на краю национального парка Крюгер оказался ей чужим, как будто ей отдали ключи от чужой жизни. Там не было срочных вызовов, не было запаха хирургических средств и мокрой шерсти. Там был только ветер, шуршащий в ветвях у двери, и абсолютная до края тягостная пустота. Она встала, подошла к окну кухни и смотрела на темную землю, долины и склоны, на звезды, которые казались здесь ближе, чем в городе. На краю двора крыльцо, ступеньки, то, что составляло переднюю часть ее нового мира. В голове мотались воспоминания о пациентах, о тех, кто нашел у нее второе дыхание. Она думала о том, что ее умения и опыт где-то еще нужны. Но мир, казалось, больше не требовал ее кривых рук и твердого голоса. Рано утром за ее спиной раздался звук, легкий, едва различимый, постукивающий шум по стеклу. Это было не совсем то, что можно было назвать стуком. Скорее, кто-то касался пальцем холодной поверхности и просил впустить. Кэтрин подошла к двери, взглянула на крыльцо и замерла. Перед ней, прямо у порога, сидел детеныш леопарда. 3-4 месяца, может, чуть больше, еще совсем малыш. Толщина лапок и величина головы выдали возраст. Он сидел на задних лапах, словно кошка, и легко стучал лапкой в стекло. Его янтарные глаза были большими и тревожными, в них читалась усталость и настойчивость. Шерсть была тусклой, ломкие ребра проступали под покрывалом иссохшего меха. Каждое вдохновение казалось болезненным, каждое движение — попыткой сохранить силы. Кэтрин почувствовала, как что-то внутри нее напряглось и затем отозвалось. Инстинкт, который не угас за годы, работал точнее любого рационального довода. Это дитя, без матери, или раненая мать не придет. Она оглядела животное. Не было ран, нет крови, нет видимых следов от пуль или когтей. Но глаза говорили не о шоке, они говорили о голоде. Она знала правила. Дикие животные, и тем более хищники, не должны привязываться к людям. Это может обречь их на гибель, лишив инстинктов и страха перед человеком. Любовь и сострадание Бога – прекрасные вещи, но опасные на грани дикой природы. На другом конце дорожки стоял ее телефон с номерами рейнджеров, спасательных служб, реабилитационных центров. Знал бы она, что делать. Даст совет. И все же дверь медленно приоткрылась. «Заходим», — выдохнула она и сама удивилась мягкости голоса. Леопард осторожно переступил порог. Он потрогал носом коврик, затем плавно двинулся внутрь, не теряя настороженности, но как будто обретая уверенность. Он напился воды из миски, которую Кэтрин поставила на пол, и откусил кусочек курицы, который она принесла с кухонного стола. Сначала он ел робко, озираясь на каждое движение хозяйки, но голод победил предосторожность. Кэтрин сидела на низком стуле, наблюдая за каждым его вздохом, чувствуя, как в груди растет тепло, профессиональная радость и простое человеческое облегчение. Ее опыт подсказывал варианты: позвонить рейнджеру, дождаться помощи, отправить детеныша в реабилитационный центр. Она набрала номер. Рейнджер Табо прибыл через час, осмотрел животное и подтвердил предположение: ран у него нет, но он истощен и обезвожен. Возможно, мать пострадала. Браконьеры, хищники, болезнь. «Табо», — осторожно сказал то, что и так было видно. «Детеныша надо отправить в центр, где его восстановят, накормят и будут готовить к выпуску». Несмотря на это, когда машину Табо погрузили в фургон,
Кэтрин ощутила пустоту. Она вернулась домой, но уже на следующее утро на пороге снова оказался маленький носик и янтарные глаза. Табо покачал головой. «Он выбрал твое место, Кэт. Возможно, он вернулся из вольера. Иногда они утаскивают след своего человека. Но нам надо решить, нельзя допускать постоянной привязанности». Они пытались. Табо поставил сетчатый вольер в центре. Она по ночам проверяла его. Но пришла история, в которой упрямство детеныша и ее собственное сердце оказались сильнее правил. Эмбер, так она его назвала без долгих раздумий, потому что его глаза горели янтарным светом, словно сжженная смола, возвращался и снова стучал в дверь. И каждый раз ее сердце растаяло. Первое время Кэтрин кормила его небольшими порциями, по руководству Табо, чтобы не приучать к человеческой добыче. Она кормила его имитацией материной диеты, небольшие куски мяса, скрытые от запаха слишком привлекательными человеческими подсказками, упражнения, которые развивали его охотничьи навыки. Она учила его лазать по деревьям, преследовать игрушечную добычу, прятаться и выслеживать. Она работала осторожно, словно шла по тонкой нити, чтобы он остался диким, но выжил. Эмбер рос стремительно. Он был проворен, хитер и любознателен. Его первые неуклюжие прыжки с крыльца были как танец. Падение, подпрыгивание, рычание от восторга. Иногда он приносил к порогу маленькие трофеи. Перепуганную птицу, раненого мангуста. Первый раз, когда он положил у ее двери детеныша импалы с сломанной ногой, Кэтрин едва не заплакала. Леопард принес ее как подарок. Неубедительную в человеческом понимании благодарность, но в диком мире это был знак доверия. Она лечила импалу, заматывала рану, давала обезболивающее и кормила слабое существо, а Эмбер лежал неподалеку и наблюдал. Жизнь вокруг ее домика стала иной. Соседи сначала смотрели с подозрением. Хенни Бота, упрямая женщина через ограду, опасалась за своих внуков и рвала на себе одежды, когда Эмбер гордо прогуливался по краю ее участка. Генри, местный фермер, приходил попрощаться со старыми предрассудками. «Леопарды, они дикие, Кэт. Ты играешь с огнем». Но когда Эмбер приносил раненых и Кэтрин их лечила, у людей появлялась новая вера. К ним стали приходить со двора с просьбами: «У моего козленка сломана нога» или «Птичка не летит». Ее домик превратился в маленькую клинику для тех, кто не мог себе позволить городские услуги, а иногда и для тех, кого просто спасало чудо. Сотрудничество с рейнджерами оформилось официально. Табо и администрация парка пришли к соглашению. Эмбер оставался на территории Кэтрин под наблюдением с условием постепенного уменьшения человеческого кормления и документированного контроля. Они разработали график мониторинга, поставили метки и камеры и подписали бумаги, которые в обычной жизни Кэтрин бы одобрила не глядя. Но тут имело значение не только юридическое разрешение, а именно то, как сохранить неразрушимость его природы. Это было экспериментом и доверительным актом одновременно. Первые недели превратились в рутину, в которой было место и светлой простой радости, и постоянному вниманию. Она записывала в журнал его поведение, как часто он возвращается, что приносит, как реагирует на других леопардов. Она составляла режим: утренние тренировки, вечерние проверки, дни для охоты. Для нее это было нужно, чтобы рацион Эмбера постепенно приближался к естественному, чтобы он вновь стал охотником, а не получателем. Но ничто не могло изменить того факта, что между ними возникла нежная привязанность, которую нельзя было формализовать. Когда Эмбер начал взрослеть, ее тревога усилилась. С каждым месячным он становился все крупнее и сильнее. В 14 месяцев он впервые исчез на ночь. Кэтрин не спала, слушая каждый шорох и борясь с мыслью, что он не вернется. Но на следующее утро он пришел, немного поцарапанный, с запахом другой территории. С каждым таким уходом она все больше принимала неизбежность. Он принадлежит не ей и однажды уйдет окончательно.
Но она также знала, она дала ему жизнь. В 18 месяцев Эмбер весил почти 45 килограммов. Он стал грозной и великолепной копией дикого хищника, чья шерсть блистала причудливым рисунком. Туристы, проезжавшие мимо с сафари, фотографировали его, восхищаясь грацией, не ведая истории. Доктор Моррисон, ученый из университета, который однажды посетил центр, называл их отношения уникальной границей между дикой природой и человеческой теплотой. «Грань тонкая, Кэт», — говорил он, — «но вы двое нашли способ не нарушать ее». Эмбер, однако, по-своему вмешался в жизнь всей округи. Он начал приносить к ее порогу раненых. Иногда птиц, иногда мелких антилоп, иногда даже брошенных детенышей бородавочника. Это было странное и прекрасное явление. Животное, которое должно было быть зверем, учило других полагаться на человека. Она лечила их. Временами ее клиника напоминала импровизированный приют, где каждое новое пациентное тело было почтой от дикого мира к человеческому сердцу. Вскоре про нее стали говорить не только соседи, но и рейнджеры с других участков. Появление другой леопардки, Зары, стало переломным моментом. Зара была осторожной и недоверчивой. Когда Эмбер пытался познакомить ее с Кэтрин, она держалась на расстоянии, но со временем, наблюдая, как он приносит раненых и как женщина лечит их, она смягчилась. Конечно, она не стала домашней в человеческом понимании, но позволила Кэтрин быть рядом, когда рождались их детеныши. Кэтрин наблюдала из тени, держа дыхание, когда видела, как мать-копия демонстрирует материнскую нежность своим деткам, и как отец гордо уходит, но возвращается от времени к времени, чтобы принести что-то новое, знак своей связи. Однажды Эмбер пришел и просто лег у ее колен. Он прижал лоб к ее сапогу, тихо мурлыча рычанием, которое нельзя было назвать ни человеческим, ни звериным. В этот момент она поняла окончательно, они дали друг другу то, чего так долго искали. Эмбер нашел спасение и размах для своей жизни, а Науко — новый смысл и повод вставать по утрам. Их связь — не связь хозяина и питомца, это было что-то более древнее и тонкое, взаимное признание. С годами Кэтрин старела. Высокое кровяное давление, боль в коленях и холодные утренники напоминали ей о ее пределах. Но ее дом и клиника росли. Они стали местом, где приходили учиться молодые ветеринары, где школьники узнавали, что дикая природа не враг человеку, а сосед. Табо и другие рейнджеры все чаще приезжали за советом. Ее записи по Эмберу превратились в пособие для тех, кто хотел понять динамику взаимоотношений с дикими животными, не уничтожая их сущности. Эмбер продолжал приходить время от времени. Иногда он появлялся ночным призраком, оставляя следы в пыли и отпечатки когтей на старой акации у дома. Иногда его приход означал новую историю, принесенный раненый бабуин, новорожденные детеныши в укромной норе. Или просто его теплая тяжесть у двери, когда холодный ветер задувал внутрь домика. Когда он появлялся, люди вокруг сдержанно радовались, но знали, это не собственность, а дар. И все же пришло время, когда он остался на большем расстоянии. После того, как у Зары родились 2 детеныша, и она доверила Кэтрин наблюдать за кормлением, Эмбер стал более независим. Он приходил не так часто, его посещения были короче и означали меньше зависимого ожидания и больше взаимного уважения. Последнее утро, когда он лег у ее колен, стало напоминанием, что связь их — это не вечность, но глубокое, светлое переживание. Кэтрин не чувствовала горя, она чувствовала пунктуацию, завершение главы. Она видела, как Эмбер растет, как создает свою линию и как передает свои навыки. Она знала, что однажды он уйдет навсегда, чтобы отстоять свою долю леса и стать просто еще одним именем в круговороте. И все же он возвращался. Иногда лишь следы, иногда взгляд из тени, иногда мирный рев, который слышала на рассвете, словно напоминание, что они были нужны друг другу.
Летом их маленький центр стал ремеслом не только для исцеления животных, но и для исцеления людей. Школьники приходили на экскурсии и смотрели на фотографии Эмбера в его детской неуклюжести. Они слушали рассказы Кэтрин о том, как важно сохранять дикую природу, как важно уважать границы и как иногда судьба приносит в дом неожиданных друзей. Эти дети приходили домой другими. Когда в один из вечеров Кэтрин шла вдоль тропы старым привычным шагом, она услышала легкое шуршание и увидела тень, двигающуюся вдоль кустов. Она остановилась и прислушалась. Из темноты вышел Эмбер, уже не молодой, но величавый, с отблеском седины в усах и с гордым взглядом. Он подошел, посмотрел в ее глаза, прижался лбом к ее колену, как он делал когда-то, и затем, не более не задержавшись, растворился в ночи. Ее сердце наполнилось тихой радостью и спокойствием. Она знала, что их история — редкость. Но она также знала, что в каждом акте доброты и смелости есть шанс изменить еще одну жизнь. В ее журнале было много страниц, заполненных диагнозами и картинками исцеления. В ее душе тихое понимание, что она сделала правильный выбор. Эмбер стал не только ее учеником, он стал мостом между мирами, диким и человеческим. И когда она возвращалась к повседневной работе, к лечению и к учению, ей казалось, что где-то далеко по ночной дороге снова шаги молодого леопарда, а в них благодарность. Ее дом на краю Крюгера оставался их домом. Она с инструментами, записями и коробками лекарств. Он с запечатленными следами на пыли, с подарками у крыльца и с уважением к правилам, которые их связывали. Они оба нашли место, где им полагалось быть. И когда ветер приносил шорохи, тихий рык или щебет, Кэтрин улыбалась и шла навстречу дню, понимая, что не одна, она несет тепло и свет в этот мир. Там была еще и жизнь, большая и дикая, которая возвращалась к ней снова и снова, как можно только мечтать о возвращении самых лучших друзей.